Всем доброе утречко. Оно действительно доброе. Во-первых, сегодня 20-й день моего путешествия. Круглая дата, так сказать. Вот. Во-вторых, вчерашняя погода. Жара. Ночь прошла нормально. Единственное, собаки гавкали всю ночь в селе через реку. Слышно сильно было. Вот. Время 6:30. Сегодня чуть-чуть позже я встал. Вот. Уже организм сам перестраивается под, как сказать, под городской ритм. Наверное. Он уже знает, что через пару дней финиш. И поэтому вот так позже. Здравствуй, Десна. О, какое солнышко. Немножко Десна парит, но не сильно. Хорошее утречко. Давайте, ребята, вылазить, что ли. Пока, 19-я стоянка. Ты была хорошей. Спасибо тебе. Еще раз доброе утро. Уже из Байдарки. Сегодня 20-й день моего путешествия. Подумай только, 20-й день. И я выхожу на финишную черту. Время 8:15. Я уже не встаю на весло так рано. Погода вчерашняя, то есть жара, палит солнце и не ветерка. А вот сегодня бы я бы не отказался от ветерка, если честно, и от тучек. Но природа все делает все равно по-своему, правильно? Да, 20-й день. 20-й день. Вчера по Османду я расстояние посмотрел до точки финиша. 36 километров, 36, потом 38 посчитала. Ходовой день, если я поднажму, я сегодня буду уже у точки финиша. Теперь немножко поправил Соньку. Но я договорился с другом, меня он сможет забрать завтра. Поэтому я не спеша в лайт-режиме буду идти, совершенно никуда не торопясь. Как это приятно. И встану на ночевку где-то там, или на острове каком-нибудь. Вот. Или сразу за входом, за устьем Десны налево. Там есть, забыл, как он называется. Мы там и на велосипеде с вами катались. И когда-то, года 3 назад, я там снимал, стоял неделю. Встану там лагерем и немножко поматрасничаю. Действительно, просто немножко позагораю. Устрою торжественный ужин с глотком коньяка. Да-да, ребята, у меня фляжка заветная, она так и едет со мной. Я за все время сделал из нее только один глоток в самом начале путешествия. Вот такой алкоголик, прикиньте. И завтра я спокойно дойду до точки финиша. Спокойно соберусь, все помою и буду ждать своего друга, который в обед должен за мной приехать. И здравствуй, дом, милый дом. Но путешествие ведь еще не закончено, оно еще продолжается. Очень быстро, ребята, стало течение. Вот можно вообще даже не грести. Очень быстро. Просто байдарка стрелой несется. Вчера тут был целый шум, целый гам, целый пляж. Воскресенье. Сегодня понедельник. Уже с утра никого нету.
яркая солнечная погода. Все на байдарках ушли, потому что им сегодня на работу. Платную группу, то есть 12 байдарок, я так и не встретил. Видимо, они либо не дошли, либо у них точка высадки ближе туда. Не Киев, а где-то по месту. Там, например, с Чернигова до какого-то села их забирают. Что вам сказать? Вы знаете, я вот вчера тоже лежал, думал. Есть слова, какая разница может быть между словами? Можно сказать, путешествие закончено. Этот будет один немножко смысл. А можно сказать, это путешествие закончено. И тогда смысл фразы меняется. Слово «это», оно подразумевает, что будет следующее. Знаете, какая громадная смысловая, какую разную громадную смысловую нагрузку несет внесение только одно слово. Это путешествие закончено. Раз это закончено, значит есть и следующее. И мне это очень понравилось. Это путешествие. Да. Конечно, я не ожидал, что я так быстро дойду. Я думал идти минимум месяц. Вот. Но, скорее всего, то, что Десна более-менее полноводная, оно сыграло свою роль. И получается, все-таки плюс я так хорошо греб, по большому счету, нормально. Плюс у меня практически не было дневок, только одна дневка была. В силу специфики моего движения они мне просто особо не нужны были. Жалею ли я о том, что путешествие прошло быстрее? Нет, не жалею. Ни в коем случае. Не прошло, пройдет. Я еще на воде. Но я вчера вот уже тоже писал в Инстаграме и в Фейсбуке. Человеческий мозг очень странная штука. Я вот сейчас иду на байдарке, вчера шел, а в мыслях уже прикидываю следующее путешествие велосипедное. Думаю, так, надо на прицепе, наверное, втулку все-таки поменять с родной не закрытой на закрытую, потому что, ну, смазка вымоется, не дай бог, где-то что-то, и потом искать мастерскую или возиться с подшипниками где-то в песке. Ну, удовольствие, честно, 0,0. Думаю, стоит, сколько она стоит, такая втулочка. Ну, недорогая какая-нибудь, дорогую не надо. Так, знаете что, ребята, тут одни какие-то острова пошли впереди. Я вот думаю, как мне пройти так, чтобы не вылазить и не толкать байдарку. Наверное, вот маленький остров такой, поросший лесом впереди, и мы, наверное, прижмемся к нему, там поглубже должно быть. Да, плюс, и уже вот думаю, маршрут глобальный, не глобальный. А сам в это время машу веслами. Вот, наверное, вот этот момент и есть настоящая жизнь. Той, которую я люблю, которую я хочу, которая мне нравится. Подбираемся к новоселкам. Сейчас залез, судя по пузырькам, в зону без течения. Сразу ощущается, что грибок стал тяжелее, но ход байдарки интереснее. Он такой, знаете, как ледокол, уверен. Такой, байдарка идет вперед. Я по-прежнему достаточно лениво гребу.
наслаждаюсь окрестностями. Уже видно трубу, насколько я помню, ТЭЦ. Когда-то у меня друг около этой трубы уронил свой самодельный коптер. Мы потом искали, так и не нашли его. Вместе с третьей GoPro тогда еще. Да. А мы с вами идем по направлению к Киеву. Жара, очень жарко. Ну, не очень жарко, а сильно палит солнце. Воздух нормальный. И сейчас как раз мы идем навстречу солнышку. Приходится щуриться. Я один. Пока нет ни байдарок, никого, ни других. Ну, только рыбаки, я их как бы ну, не то, что не считаю. Я на них просто не смотрю. Их тут как собак нерезанных. Вчера, знаете, просто для прикола посидел, благо появился интернет, вот, посидел, прочитал про лодки маленькие моторные. Ну, там не все так просто, то есть примерно, допустим, если самому покупать, то лодка где-то нормальная, это 20 гривен, 1000, мотор 1012, тент на лодку, тент-палатка где-то 1007, 6500. То есть вот такие расходы. Ну и там вопросы с регистрацией, с судовым билетом начинаются. Ну, конечно, сейчас это не по сеньке шапка. Честно говоря, тратить такие бабки, мои, ну, собственные бабки. GoPro, снимай видео. Она снимает, да. То я не вижу. Я не вижу никакого смысла. Я, в общем-то, не водномоторный турист. Это просто одна из идей. Ну, например, как идея пролететь, допустим, из Киева к морю на мотопараплане. То есть это просто идея. Я летал на параплане давно. Одно время я этим где-то полгода увлекался, но мне надоело, потому что ничего не происходит. Вот тут на воде ты, во-первых, гребешь. И гребешь хорошо. Ну, представьте себе, какая-то зарядка для мускулов, зарядка для тела, для организма. Тут что-то происходит. То есть брызги воды, люди там, еще чего-то. А в воздухе не происходит ничего. Ну, ты просто вот висишь в корзине, да, внизу проплывает какая-то картинка, ты управляешь ручками. Ну, в принципе, все. И мне стало скучно. Не знаю. Я перестал этим заниматься, мне надоело. То есть я полетал, понял, что это не мое. И забыл про это. А потом, ну, как бы случайно на ютубе наткнулся на ролики ребят, которые летают на мотопараплане. И вот подумал, было бы прикольно так по минимуму взять и на мотопараплане пролететь, допустим, с Киева к морю. Ну, начал изучать тему так, тоже глубоко не залез. Там тоже все измеряется в десятках тысяч, можно купить БУ. Вот, но опять, знаете, я глубоко как бы не залазил до разрешений, официальности и так далее, до полетов я не дошел. Но мне кажется, навряд ли разрешат вот так спокойно лететь. Хотя я могу ошибаться. Ну, в любом случае, я эту мысль отодвинул, потому что там цена вопроса даже БУ. Тележка, ну, вот, в которой пилоты сидят, там 20 гривен, 1000. Параплан хороший, нормальный, такой, чтобы не сложился сразу. Тоже. О, летит самолет, видите, только вспомнил, частный самолет летит какой-то. То есть там тоже цена вопроса измеряется в десятках тысяч. Ну, если бы как бы этим заниматься постоянно, тогда, возможно, стоило этим заниматься.
Но мне больше нравится вот велосипед и байдарка. Все время что-то происходит. Ты знакомишься с какими-то людьми. Вот с какими людьми ты познакомишься в воздухе. Ну, это где-то сел только. Ну, не в селе ж ты ж будешь садиться, правильно? Ну, потом мне еще не нравится, что там требования к весу в граммах. Ну, как я летал одно время на самолете, у меня на ютубе, ну как на самолете, управлял моделью самолета достаточно большой. Она у меня до сих пор, эта модель, лежит. И знаю, что это такое, то есть там вес в граммах высчитывается буквально. То есть ты с собой не можешь практически ничего взять, ну, в разумных, в каком пределе. Палатка надо, то есть это самая легкая палатка, это минимум вообще еды какой-то. Ну, я себе такого представляю, какое-то село, знаете, 30 лет без урожая. И тут я на площадь такой, опа, приземляюсь, купить пончиков. Как-то меня эта картина не впечатлила. Ну, наверное, идея как бы имеет место быть, но не сейчас, не для меня. Мне нравится велосипед. Вот велосипед, ты на земле, ты постоянно с кем-то общаешься. Привет, привет, там, как дела, откуда едешь? Тебя там чем-то угощают все время, ты что-то рассказываешь людям. Тут приблизительно то же самое, только в менее форматном варианте. Вот. Тут я могу взять нормальную палатку с собой, хорошую, чтобы, допустим, в сильнейшую грозу я лежал там в хорошем спальнике, а не в минимальном. И с босыми ножками так почитывал книжечку, Макса Фрая перечитывал. Мне очень нравится псевдоним этот Макс Фрай. Очень умная книга, на самом деле. Там женщины и мужчины писали. Обычно я не читаю книг, которые написали женщины. Ну, потому что мне розовые сопли осточертели буквально через там 30 секунд. И, ну, не мое это. А тут вот прям хорошо. Вот, знаете, прям хорошо. Очень философски, очень умно. Очень жизненно на самом деле. Книга про нас. Серия, точнее не все, а хроники Еха. Есть такая хроника. Если вы не читали, то обязательно почитайте. Совершенно сказочная серия. Давно я такого не перечитывал. Я периодически перечитываю. Очень мне нравится Сэр Макс и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, ребята, рыба дохлая валяется. Чайки не съели, странно. Поэтому я хочу сказать, что я остановился на байдарке и на велосипеде, потому что эти два вида туризма, они позволяют полноценно, как для меня, заниматься туризмом, живя этим, быть среди. Вот у нас как-то в начале путешествия был такой термин «быть среди». Вот я 20 дней был среди, я был среди реки. А вот, да, параплан, все классно, ты полетал, там, вау, супер. Ну, вечером приземлился, пошел в паб, рассказал там, какой вираж ты заложил. Я не говорю, что это плохо, это классно. Но это просто, наверное, не мое. Если вот на нем куда-то можно было далеко полететь и вернуться обратно, это другой вариант. Но об этом я буду думать, когда у меня появится лишние 30-40 тысяч гривен, которых некуда девать, и вот тогда я буду думать, что с этим делать. Ну, то же самое вот и с лодкой. Добрый ранок. Ну, схожу я на ней, допустим, один раз от Киева по Днепру, и что дальше? Куда ее? Десну я уже прошел. Я не рыбак, рыбачить мне не интересно. И что с этой лодкой делать? Будет она валяться мертвым грузом, вот, где-нибудь по рекам. Ну, такие, чтобы на моторе выдерживали, их у нас так и не сильно много. Понимаете, если на велосипеде я могу сесть
и практически поехать по любой дороге, по асфальтированной, по проселочной, практически по любой, в любом направлении. То есть поле деятельности для велосипеда такое, это я говорю только по Украине. Я не говорю за рубеж, ребята, а там же вообще непаханное поле деятельности. Вон у меня знакомая пара, молодая, правда, они по Грузии катались, с Грузии в Турцию, то есть прямиком можно поехать, понимаете? Подъехал к границе, если у тебя все хорошо там, ну, с коронавирусом, вопросы там решил, и ты все, ты колесишь по Турции. Масса впечатлений, физическая работа, то есть ноги крутят. Велосипед позволяет путешествовать туристически комфортно, то, что, о чем я говорил. Сейчас, по большому счету, палаток весом 2 килограмма и меньше просто валом, выбирая не хочу, хороших, качественных, нормальных, с современными швами, там, со специальными технологиями. Вот, например, у МСР там палатки сейчас, они говорят, они лентами не проклеивают. У них там специальная технология, которая как-то, ну, я читал так, краем глаза, которая вот эти швы как-то заполняет, они расширяются, в общем, и не дают пропускать дождь. Там какая-то специальная проклейка, нет лент уже сверху. Понимаете как? И ты себе спокойно, комфортно, туристически катаешься, хороший спальничек. На воду я свой пуховый спальник не брал. Ну, понятное дело, на воде ему делать нечего. Пуху, потому что он будет постоянно мокрый. Вот, сырой. А, например, на велосипед пуховый хороший спальник. Хорошие несколько теплых вещей. И все. И ты отлично себя чувствуешь. А если еще взять мой прицеп, так ты можешь вообще, как называется, быть велосипедным королем, там, положив, я не знаю, туда килограмма 4 ананасов и так далее. И это все очень здорово. Этого нельзя сделать на параплане. На лодке моторной это можно сделать, но, собственно говоря, смысл идти на моторе там, где я могу пройти на веслах. Вот. Разве что это такое, знаете, рыбацко-походный туризм. Ну, то есть ты прошел на моторчике, встал, покидал, там опять прошел. Ну, почему нет? Это тоже хорошо. GoPro стоп-съемка. GoPro выключись. О, меня обгавкали. Да, охраняют территорию собаки. Да, и тебе привет. Добрый ранок. Все, старается вовсю. Ну что, плывет непонятно что-то по воде. Машет веслами. И на хозяйку смотрит, правильно ли я делаю. Ладно. Все, собака успокоилась, я ухожу. По-моему, Джек Рассел порода. Не-не-не-не. Нет, надо еще погавкать вслед. Действительно, какой-то страшный зверь на воде такой непонятный. И мимо меня идет. Ну. Вот. Так что поговорили немножко опять о туризме. О видах туризма. Вот. Я подписан в Инстаграме, там есть группа World Bike чего-то там. И там постоянно фотографии западных, часто очень, наши тоже есть, западных велосипедистов, которые вот путешествуют с семьями, вот, Bike Couple и так далее. Я видел мужик, ну, молодой. Сейчас такая тема пошла интересная. У него к поясу пришла пристегнута тележка. Что-то типа пиконь называется. Но пиконь это когда ты в ручках держишь и вот ее вперед толкаешь. Не знаю, как она называется. И вот он у него эта тележка сзади двухколесная. И он бежит вот по миру, по дорогам
бежит тихонько, и у него сзади пристегнута эта тележка, и у него груз сзади. Флаг такой торчит. О, змея плывет. Не будем ее пугать. Пусть себе плывет. Меня увидела, ускорилась. С одного берега, видать, на другой поплыла. Ярко выраженная желтая головка. Голова у нее. Не знаю, что это такое. И вот да. И вот этот мужик, он бежит вот по миру вот с этой тележкой. Ну вот там вещи. Двухколесная, она такая типа крытая от дождя. Тоже вариант. Почему нет? Это прикольно. Но так как я после военного училища слово я и бег это антагонисты, я ненавижу бегать, вот просто терпеть не могу. У меня глубокая аллергия на это дело. Я это делаю только в случаях острой необходимости. Вот. Поэтому это тоже не мое. Но вариант сам по себе достаточно прикольный. Здравствуйте. Откуда идете? Ой, как здорово. А я от границы. Да. Да. Вы это... От Гремича. От Гремича? Ага. А добирались как? А друг меня машиной завез. Ну, другое дело. А вы давно ходите, да, я смотрю? Да. Очень приятно видеть. Мы тоже от Гремича шли. Да? Когда от Шостки ездил автобус туда. А, как здорово было. Очень приятно. А тайменька у вас ваша или прокатная? Старенькая, да, еще? Ну, шкуру поменяли в Нерисе, а так еще была Ага. презентура. Я понял. Хорошо. Добрый день, очень приятно. Да, ну я потихоньку, я снимаю еще. Да, я не спешу. Так... А, я понял, хорошо. Настоящие старые туристы. Какие молодцы. Ну, я постеснялся спросить, конечно, сколько женщинам лет. Ну, и гребут так четенько. Шкуру в Нерисе, говорят, поменяли. Троечка у них. И они так синхронненько все меня догнали. Раненько идут. Блин, ну просто, конечно, вот душа радуется, когда смотришь на таких людей. Вот, знаете, о чем я сейчас подумал? Я хочу вот тоже когда-то так идти, и чтоб тоже кто-то сказал: блин, какой дедушка, вот это да, офигеть, я тоже так хочу. Это было бы здорово. Но я думаю, что это в моих силах. Только я больше одиночка, конечно. А они идут до Пуховки. Они тут выходят. Здоровья вам, ребят. Правда. Огромного и крепкого. Молодцы. Ребят и девчат, да. Что там две женщины впереди, а сзади мужчина сидит. Какие два катера прикольные старые стоят. Угу. Да, вот люди так, я думаю, из года в год отдыхают, скорее всего. Приезжают на одно и то же место, становятся и стоят здесь долго-долго. Потом эти катера идут обратно. Металлические. Ну, в таком катере жить можно. Вон сверху панели солнечные, на втором я вижу. Пошли, ребят, поднимемся наверх. Вот я в Новоселках.
родные места, можно сказать. Так, опа. Байдарка наша чуть вытащена на берег. А тут, да, вот они, родные. Много места для стоянки, пожалуйста, становись, не хочу. Ну, правда, на солнце, но есть тень. А вот с той стороны шикарное место под деревом, чтобы встать. Ну, правда, возле дороги. Ну, тут редко кто ездит, на самом деле. Вот там можно встать и замечательно себя чувствовать. Просто прекрасно. Вот вижу новоселки. Уже знакомые, совсем знакомые места, ребята. Тут запах другой. Тут, знаете, разнотравье. Нет мокроты, высокий берег. И пахнет очень так приятно. Травой такой, знаете, травой полевой. Класс. Очень приятно реально пахнет. А вот красавица Десна. Откуда я пришел? Оттуда. Широкая, пустынная, красивая. Я почему-то ожидал, что будет больше людей. А нам туда, в Киев, в ту сторону. Покупавшись в новоселках, я потихоньку пошел дальше. Я немножко удивлен, потому что я прохожу и валом мест вижу для стоянки пустых. Я удивлен, потому что я думал, что занято все будет вообще близко к Киеву. А тут место за местом и все свободные. Хотя сегодня понедельник, как бы, но все равно просто много. Раз, два, три, четыре, пять. И там дальше еще пару штук. Вот только 6 нормальных мест, там где деревья, не голых, и я вижу, они пустуют. Меня это, конечно, радует на самом деле, но я не ожидал. Я думал, что все будет забито полностью, а нет. Что-то я думал, что это будет лайт режим, но вот, по-моему, я ошибался. Или мне сегодня не гребется просто. Вот. Подсознание считает, что типа все, хорош, отдыхай. Или немножко упало течение, мне кажется. Байдарка стала идти медленнее. Ну и немножко встречный ветерок добавился. В общем, как-то оно так не хочется. Ну, я гребу, куда деваться. Вместо меня грести никто не будет. Баржа разворачивается, мне путь преградила. Надо подождать, пока она развернется, и потом только идти дальше. Проходим Осещину. Совсем немного осталось до впадения Десны в Днепр. И вот впереди, не знаю, видно или нет, буксир тянет баржу как раз в моем направлении. И идет, зараза, чуть быстрее, чем я. И воняет немилосердно. Вот только этого мне еще не хватало. Вот это, понимаете, воняющие солярой гадости перед носом. Я все понимаю, ну, пришлось немножко отстать. И он идет как раз, я так понимаю, куда-то к Днепру, то есть туда же, куда и я фактически. Ну, такое дело. Опять же, последние вот эти километры, да, или десятки километров до впадения, ну, нормальная урбанистическая застройка. Хотя с левой стороны места для стоянки есть, нычки, там рыбацкие. А справа и вон Осещина, застроено все. Вон кран вижу впереди справа. Это вот эти коттеджи, что я говорил, которые
полностью подходят к самой реке. Все поле застроено. Я гребу против ветра сейчас. Ветерочек поднялся такой. Не сильный, но есть. Я ж просил утром ветер. Ну вот, на тебе ветер. Чем ты недоволен? Я так второй голос. Но я же просил слабенький ветер, немножечко. Еще тучек чуть-чуть, но без дождика, чтобы закрыть солнышко. Вот так. Бойтесь, свои желания не сбываются. Так, ладно, ребята. В общем, маслаем, выключаюсь. Ребята, я подхожу к дамбе. И слева я вижу уже здание Троещины. Ха-ха, Троещина, привет. Вот так. Можно сказать, что я уже в черте Киева. Вон они торчат. Ну, отсюда не будет видно. Я камеру поворачивать не буду. Появились моторки. 2 спортивных каяка. Парень на сапе. Тоже на каяке, извиняюсь, гребет. И один мужчина на байдарке. Это я. Разбавляет всю эту компанию. Меня сейчас качают на волнах, которые подняла моторка. Вот. Сейчас они закончатся. И скоро, совсем скоро, ребята, будет дамба. Помните, у меня было первое видео 3 дня с байдаркой Neri Smart. Я к ней подходил, только с другой стороны выходил и показывал. Вот она, Десна, смотрите. А сам про себя думал, я же скоро здесь пойду. И так и да, я иду по Десне. Иду. 20-й день сегодня иду. И собираюсь сейчас ходить в Днепр. Ну, не сейчас, немножко попозже. Скоро пройду дамбу. Обязательно хочу снять этот момент. Потому что практически сразу за дамбой, ну там немножко, и происходит впадение Десны в Днепр. Я уже пойду не по Десне, а по Днепру. Ха-ха. Вы знаете, сложно сказать, что я испытывал тогда. Это какая-то дичайшая смесь грусти, сожаления и в то же время радости и восторга, что я смог, что я это сделал, что позади реально 620 километров на байдарке, что я все это видел, и я сам. Это, знаете, как маленький ребенок, когда он говорит «Сям! Мама, сям!» И вот, знаете, что-то вот такое чувство удивления, широко распахнутых глаз. Я даже не могу толком объяснить и понять это, и объяснить, как это. Я могу только сказать, что пока у тебя есть вот это чувство удивления и широко распахнутых глаз, ты живешь. Как только это чувство у тебя пропадает, ты живой труп. И это не зависит от возраста. Живым трупом можно быть в 20, в 30, с потухшими глазами, с айфоном в руках. Жить в шикарной квартире, но ты будешь жить живым трупом, ты не будешь жить. И в этом огромная разница. И большинство людей это, может быть, и понимают, но понимают они это не сердцем, не душой. Как-то примерно вот так. Где-то через, наверное, километр плюс-минус я покину Десну. Я покину воды Десны и уже буду идти по водам Днепра. Необычно, вообще необычно. Покупаться бы где-то. Вот тут везде народ. А у меня запасные трусы, как обычно. В гермес мешке большом, на самом дне. Поэтому с купанием. Разве же на другой берег куда-то уйти. Там. Ну, уже подожду, наверное. Еще буквально 200 метров. Я покидаю Десну. И здравствуй, Днепро! Ха-ха! Класс! Не верю. Вот правда не верю. Блин, да неужели? Вот же ж. Сколько шел по Десне и вот Днепр.
фантастика, ребята, это просто фантастика. Ребята, все, я не приехал. Ура! Класс! Развернемся, скажем спасибо Десне. Десна, до свидания, спасибо. Все было очень здорово. Спасибо за чудесные виды, за прекрасную погоду, за мощнейший заряд позитива. Пока. Ну что, теперь, ребята, воды Днепра, а там, глядишь, и до Черного моря недалеко, да? Класс! Это просто фантастика. Ребят, маленькая водная. Позвонил мой друг и сказал, что может забрать меня сегодня. И поэтому мне придется сейчас в темпе вальсом идти к мосту. Я уже на полпути к нему, если считать от поворота на Десну. Тут очень много моторок, больших кораблей. Я прижимаюсь к берегу, но тут волны другие, чем на Десне. Они байдарку аж не подбрасывают, а более крупная эта волна. Это не страшно, но это немножко сбивает темп гребли. Вот. И ходят здесь и моторки, и большие яхты достаточно часто. Вот пошла волна, смотрите. Оп, понеслась. Оп, оп. То есть байдарку как бы подбрасывает, раскачивает, все четенько. Но иногда это как бы мешает гребле. Я махал веслами и не верил, я не верил самому себе. Что, вот и все, и завтра мне не надо будет идти по нашей красавице Десне. Я уже завтра не встречу этот рассвет. Уже город, уже шум, уже моторки. Вот уже мост, который бывший московский, а сейчас он северный. Уже все. Мне не надо будет накачивать байдарку, и я не буду готовить себе ужин. Грустно, мне было очень грустно и одновременно очень радостно. Совершенно сумасшедшее чувство. И вот конечная точка моего путешествия. Она все приближается и приближается. И осталось жалких каких-то, ребята, жалких 500 метров. И это все. Я и хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Как передать это чувство, когда ты приходишь домой после долгого похода? Даже вам не знаю. Это и светло, и темно, и здорово. И одновременно это совершенно какой-то гремучий коктейль, который может понять только путешественник.